По-моему, тут чего-то не хватает. Кажется, клапана, когда пошли гулять, забрали с собой еще некоторые запчасти. Надо в глушителе поискать. Привет, друзья! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И прямой эфир из рабочих будней. Опять видео прям коротенькое, экспромт с небольшим рассказом об одном скутере. Итак, как видите, у нас C650 GT, двигатель на подъемнике, причем демонтированный достаточно интересным образом. Вот верите, нет, первый раз так делаю, и как-то раньше, когда я снимал двигатель, я уже вам показывал снятие двигателей на цешке, что с ними происходит, рассказывал и так далее. Вот как-то раньше я снимал двигатель всем агрегатом и переставлял на нем только цепную передачу, вариатор, ну и какую-то навесуху, там может быть помпу, генератор, то есть менял это все вот такой вот огромной запчастью. И тут внезапно, случайно разбирая один мотор, я, честно говоря, ни с мотора на цешке раньше не разбирал ни разу, мне пришло в голову, что конструкция этого двигателя очень интересная. Интересная настолько, что можно не заморачиваться с перестановкой цепной передачи, а просто достать двигатель, не меняя вот эту вот половинку картера, и даже при замене двигателя сохранить родной номер двигателя, который выбит на этой же самой половинке. Более того, вы вот сейчас можете видеть, как устроен этот двигатель, снятый с картера. Я думаю, что именно в таком виде этот же самый двигатель ставился на BMW i3 в качестве генератора. Наверняка там просто вот эта вот половинка картера имеет какой-то другой форм-фактор, а вот этот двигатель вытащил, поставил прямо в сборе и никаких проблем. Это очень интересная технология, очень интересная конструкция. Здесь никаких проблем нет к доступу к промредуктору, здесь отдельная крышка. В общем и целом вещь достаточно ремонтопригодная, ну не считая самого двигателя, конечно, у которого блок цилиндров вместе с, собственно, половинкой картера, и он не имеет никаких ни ремонтных размеров, ничего. В случае каких-то повреждений его ремонт очень сложен, дорог, то есть надо это все дело гильзовать и так далее. Что у нас случилось с этим скутером? Вообще предыстория интересная. Значит, приехал по очереди просто скутер, позже я стал разбираться и выяснилось, что он ко мне еще осенью хотел попасть, но я собирался в длительный отпуск, не взял его, зимой он, возможно, не следил там за тем, где я нахожусь, и как бы в итоге он попал в относительное начало той очереди, которая есть сейчас, привез его на эвакуаторе, естественно, и рассказал мне следующую историю, что, помнишь, я вот у тебя видел видео, где там человек долго ехал с лампочкой перегрева, у него кончился мотор, вот тут похожая история, тут тоже ехали с лампочкой перегрева, ну и что-то в конечном итоге все заглохло и ничего не заводится. И я такой, блин, ну сначала я, услышав это, отставил его в сторонку, делая более что-то срочное, прошло там, наверное, дней 5, пока я к нему подошел, и человек уже начал спрашивать, ну что, как, видно, он кататься хочет. Я как бы, ну, разорваться не могу, но я пытаюсь. Я честно стараюсь. Ребят, если кто-то ждет там чуть больше, чем я сказал, ну, вы меня извиняйте, у меня и так чувство гиперответственности такое, что я все нервы на это все трачу. Очень завидую тем, кто может вот что-то пообещать и просто положить на этот большой толстый болт. Может быть, когда-нибудь я стану таким, а может быть и нет. Значит, ну, поскольку он очень переживал, у меня все подъемники были заняты, причем тут все было по тяжелой, тоже с заменой моторов со всем остальным. Я прямо вот без подъемника между делом, вон этот скутер стоит со снятым двигателем, значит, я раскрутил на нем пластик, добрался, сначала зарядил аккумулятор, покрутил стартером, понял, что стартер крутит, но как-то он это делает, ну, мягко говоря, странно, как будто там нет компрессии. Значит, дальше мне пришло в голову, что надо бы замерить компрессию, раз человек очень интересуется, я могу это сделать достаточно быстро. Значит, я скидываю радиатор. При попытке слить оттуда антифриз, оттуда вытекло, может быть, грамм 100 вперемешку с маслом. Я сразу понял, что дела плохи, и, в общем, мотор, скорее всего, пойдет под замену. Слил масло, в масле ничего особо интересного не обнаружил, ну, кроме какого-то количества стружки, каких-то там фракций, но это не важно. Значит, дальше я снял радиатор,
перевернул его, из радиатора выпала иголка термостата. Я еще пока не дошел до этой проблемы, еще пока не знаю, как мы ее будем решать. Возможно, это будет замена банки радиатора, кстати, у нас есть другая, если там крепеж сломан. Либо замена просто самого термостата, если так получится. Значит, при попытке выкрутить свечу я обнаружил довольно интересную картину. Во-первых, свечи здесь не менялись очень давно. Заявленный пробег около, по-моему, 48 тысяч. И я не знаю, если это даже правда, то к скутеру очень плохо относились. То есть здесь одна свеча прям очень сильно повреждена. Выкручивалась она очень плохо. Я переживал за то, что ее можно там заломать. Очень долго ее расшатывал туда-сюда и так далее. Ну и понятно почему. Потому что в цилиндре в первом, ну вот в левом, если сидеть на скутере, произошла какая-то беда. И похоже, что беда, ну, капитальная. Собственно, мерить компрессию я не увидел никакого смысла, хотя стартер крутит, двигатель не заклинен. У него стоит гидронатяжитель, похоже, фаза на месте, то есть что-то произошло другое. Значит, я сразу предупредил человека, что пусть он будет готов на серьезный ремонт, который может стоить там половину или больше стоимости этого скутера. Вот, то есть лично я, если бы это был мой скутер, честно, усомнился бы в рентабельности этого ремонта и, возможно, поискал бы просто себе другой скутер. А этот бы продал на запчасти. Но это я, многие люди считают не так. И у каждого здесь своя математика, и каждый сам решает, что ему надо. Может быть, ему этот скутер дорог как память, я не знаю. Просто разбирая этот скутер, я столкнулся с огромным количеством проблем, которые являются следствием вмешательства кривых рук. Начиная с того, что там ну просто масло везде, видно, что там воздушный фильтр уже давно зарастал грязищей, то есть ну и так далее, так там еще половины крепежа просто не хватает. Вдумайтесь, вот пластиковая крышка на вариаторе здесь стоит, она такая, как называется, со звукоизоляционным таким слоем, с ней гораздо тише варик работает, она должна крепиться на 5 болтиках. Из 5 болтиков присутствовал только один, и тот не затянутый. На вот этой самой крышке несколько болтов просто выкрутилось от вибрации и уперлись в пластиковый кожух. Остальные были не сильно затянуты. Самый неудобный болт, который крутится отверткой через вот эту маленькую дырочку, был затянут так, что мы чуть эту отвертку не сломали. Ну, то есть, и вот весь скутер собран примерно так. То есть, по помпе там лупили зубилом, когда ее, видимо, там перебирали или что-то с ней делали. И вот он просто вот весь такой, пластик какой-то такой непонятный. Ну вот все в огромном слое масла. У меня механик, когда снял воздушный фильтр, корпус, он искал угол погрязнее, чтобы сервис не испачкать. Хотя у нас, ну мягко говоря, тут не Куршавель и не сильно чисто. В процессе мы выяснили, что причиной выхода из строя данного двигателя стало выпадение седел выпускных клапанов. Как итог, мясорубка, естественно. Один выпускной клапан даже завернуло буквой ЗЮ, и он застрял во выпускном окне. Очень хотел он в глушитель погулять на улицу, тесно ему стало в моторе. Более того, на втором поршне мы обнаружили старые следы встречи впускных клапанов с поршнями. Очевидно, гидронатяжитель цепи ГРМ был установлен именно тогда, когда какие-то неизвестные мастера меняли клапана. Очень надеюсь, что в известных сервисах работы с таким качеством не делают. То есть надеюсь, что это какой-нибудь дилетант залез и вот так все это дело собрал. То есть я искренне верю, что хороших сервисов много и, по крайней мере, надеюсь на это. В конечном итоге ремонт был согласован, человека все устроило, у меня есть еще пока парочка хороших двигателей, значит, я решил попробовать заменить двигатель таким вот способом, сохранив номер и попробовав, то есть, возможно, это даже будет чуть-чуть по трудозатратам проще. Ну, по трудозатратам примерно одно и то же, что здесь ты там снимаешь все генераторы, вал, вот эту вот всю тему, все чистишь, переставляешь, что, соответственно, ты переставляешь заднюю цепную передачу, ну, на мой взгляд, примерно одно и то же. Тут еще, кстати, полный вариатор масла, то есть, там тоже вопрос варика еще будет потом закрываться, то есть, здесь прямо целый букет проблем, вот начиная с того, что с двигателем произошло,
произошла проблема, вытек задний амортизатор, там с радиатором фигня, значит, помпа подозрение, что текла, с вариатором тоже не все гладко, там грузики квадратные, щеки не пойми какие, все в масле, ремень непонятный. Ну, в общем, здесь, итоговая сумма ремонта может, честно говоря, дойти до суммы 1300. Многие сейчас будут шокированы, но сам факт. Потому что, во-первых, мотор стоит денег, а во-вторых, каждая запчасть стоит денег, и работа тоже. Здесь получается довольно приличный объем. В общем, решение было принято собирать этот скутер хорошо, и более того, сегодня у нас четверг, а владелец очень хочет уехать на этом скутере в субботу послезавтра. И это может быть, конечно, нетривиальная задача, но я сказал, что если не вылезет ничего сверхъестественного, либо что мы не можем сделать своими силами, либо там каких-то проблем с запчастями, то, скорее всего, он уедет в субботу. Так что, в принципе, ничего такого здесь нет. Вчера еще этот скутер стоял на колесах. Мы его вчера быстренько разобрали, скинули мотор. Сейчас мы достаем с полки другой мотор, переставляем его, переставляем на него отсюда гидронатяжитель, чтобы все было прям по красоте. Ставим маслозаборную трубку. Вот, кстати, место, где она стоит, это достаточно интересно. То есть тут все прям наглядно видно, когда это все разбираешь. Прям прикольно. Значит, тут уже мы плоскости на моторе почистили. Останется только подготовить тот мотор. Буквально 8 болтиков на герметиково сюда. Установка вала, установка генератора, переборка и установка помпы. Ну и, собственно, можно будет водрузить на место раму, запустить все это дело. Вот, а только потом уже заниматься отмыванием вариатора и приведением в порядок всяких мелочей. То есть, так или иначе, здесь будет большой объем. И не проблема поменять двигатель. То есть замену двигателя просто на живом мопеде я не считаю большим объемом. Но когда тебе надо сюда подбирать болтики, здесь смотреть на резьбы, здесь еще что-нибудь заморачиваться, тут паять какие-нибудь крепежики. То есть все время, когда ты делаешь большой объем, возникают какие-то мелочи, которые отнимают гораздо больше твоего времени, чем если бы ты просто снял и поставил двигатель. И вот еще тоже забавный момент, когда ты делаешь какой-то мотоцикл с большим объемом, ты концентрируешься на этом большом объеме и часто забываешь про какую-нибудь просьбу, которую владелец тоже озвучил. Например, вот этот владелец озвучил, что надо еще поменять лампочку в фаре ближнего света. В прошлый раз владелец озвучивал нам, что надо бы поменять габаритные лампочки на белые артехи, которую мы разбирали пополам. И, естественно, я про эти, лампочки забыл и вспомнил только, когда мы весь мотоцикл собрали. Так что такая вот история. К сожалению, вот такая вот мелочевка, она иногда напрягает. Более того, у меня тут была одна цешка, это прям, мой откровенный косяк, вот прям такой серьезный косяк. Я стараюсь такого не допускать, но вот уж как получилось. Значит, мы на ней делали ТО. Там была проблема с замком зажигания, там личинка выпрыгивала, это рестайловая цешка, там куда-то стопор делся, я честно даже не знаю, как он работает, но в общем пришлось разобрать замок, разобраться, как он работает, придумать, как его починить, все дела. В общем, было достаточно тоже много мелких работ, в общем, ничего серьезного. Она сама приехала, сама уехала. И вот в субботу мы ее заканчивали, осталось вот буквально скинуть ТО, и поставить одну вот эту пластмасску, вот это правое крыло, которое все время все теряют, воруют, там поломанные крепления у половины мопедов и так далее. Прям очень дефицитная такая деталька. Тут же она продается, как только появляется. В общем, товарищ у меня уже уехал домой, было уже поздно. Я тут что-то собирал, по-моему, с гантелей ковырялся, мотор снимал. Значит, он оставил этот скутер, специально не ставил пластмасску, потому что под ней диагностический разъем. Я помню прекрасно, как я в субботу подключил диагностику, сбросил ТО, все подготовил, что скутер можно отдавать, а пластмасску, естественно, не поставил. Я решил, что во вторник сделаем, там владелец утром приедет. Как можно не заметить, что на скутере нет пластмасски?
Ну, соответственно, во вторник утром я без задней мысли выкатил его на улицу, потом отвлекся на что-то, приехал владелец. Ну и так получилось, что он не заметил. Ну и я не заметил. В общем, все не заметили. Раздолбайство, конечно, мое. Вот, потому что я тут бегал, там мотор на гантель уставил, что-то дособирал. Ну, не на эту, на другую. Здесь, если что, с мотором все хорошо. Мотор я ставил на белорусскую гантелю, которая там стоит на улице. Кстати, я со стуком разобрался и надеюсь, что тоже все-таки сделаю вам видео, успею, потому что она завтра должна уехать. В общем, закончилось это все тем, что владелец цешки взял ключи, переоделся и уехал на цешке без этого крыла. И заметил он, что его нет только через час на мойке. О чем я очень сильно сожалею. Это, конечно, было очень сильно неприятно. Но кто мы такие, чтобы не ошибаться? Мы всего лишь люди, поэтому... Человек сказал, что вернуться он уже не может, ему очень далеко, и попросил отправить ему просто эту пластмасску вечером курьером, что я и сделал. Я как бы оплатил доставку, понимаю, что здесь мой недосмотр, но сам факт, он неприятный. К сожалению, когда пытаешься все успеть, по-любому о чем-то забываешь. И если даже концентрируешься на техничке и с техничкой как бы все более-менее хорошо, то о каких-нибудь просьбах можно запросто забывать, это факт, потому что помнить все невозможно. Но стоит отметить, что я вообще этот скутер тоже загонял на подъемник не совсем планово. Я планировал перед ним сделать еще один мотоцикл, только потом спокойно заниматься им. Но меня прям все время просил владелец, все время спрашивал, как там его мотоцикл, все время вот это вот все, из-за чего я волновался, пытался что-то перестроить, что-то придумать. В конечном итоге стресса много, жизнь короче. И еще и косяки какие-то лезут. Поэтому, если вы пригоняете технику, то, ну, пожалуйста, не надо вот постоянно о себе напоминать, торопить и так далее. Поверьте, мне о вас достаточно напоминает то, что я каждое утро ваш скутер выкатываю на улицу, а каждый вечер закатываю его в мастерскую. Этого уже достаточно, чтобы я про всех помнил, если вы уже сюда все-таки приехали. Потому что от того, что вы будете постоянно спрашивать, будет только больше нервяка, больше ошибок и быстрее, скорее всего, ничего все равно не сделается. Надеюсь, что рассказ получился хоть чуть-чуть осмысленным, потому что я какие-то, по-моему, сумбурные вещи тут говорю, просто как поток мысли. Уже надо бежать, вот это вот чинить. Здесь вот разбираться с задней передачей, которая у BMW получилась, если честно, ну такая, сыроватая. Надо ее еще поддопилить немножко. Новый мотоцикл, вот такой классный, офигенный. Но вот задняя передача у них, к сожалению, иногда страдает. Такой вот он в эксклюзивной покраске. Прям очень-очень прикольный. Прям мне нравится. Когда-нибудь я тоже на такой заработаю. В общем, побежал работать. Надеюсь, вы знаете, что делать. Лайки, подписки, комментарии, колокольчики. Всем удачи, всем пока.